Рада приветствовать вас на YouTube-канале «Хозяйка на заметку». Сегодня поделюсь с вами замечательным, вкусным и простым в приготовлении рецептом рождественских медово-имбирных пряников. Покажу, как можно вырезать пряничные фигурки без специальных вырубок и приготовлю классическую белковую глазурь для росписи ароматных пряников. Итак, приступим. В сотейник всыпать сахар или сахарную пудру, добавить мед, сливочное масло, соль и сразу добавить соду. Соду можно заменить на разрыхлитель и тогда смешивать с сухими ингредиентами. Поставить сотейник на плиту и подогреть до теплого, но не кипятить. Как только масло растаяло, снимаем с плиты и продолжаем помешивать до максимального растворения сахара. Масса чуть вспенится и увеличится. Отставляем в сторонку остывать до комнатной температуры. В глубокую емкость, в которой будем замешивать тесто, просеиваем частями муку. Сразу все количество муки использовать не нужно. В процессе замеса может понадобиться чуть больше или чуть меньше муки. Затем обязательно просеиваем специи, чтобы избежать лишних комочков. Я использую молотую корицу, молотый имбирь и какао-порошок для красивого коричневого цвета. Смешать все сухие ингредиенты. Когда медовая смесь остыла до комнатной температуры, добавить 1 яйцо и желток. Оставшийся белок пойдет для росписи пряников. Если расписывать пряники не желаете, то желток добавлять не нужно. Хорошо перемешать до соединения всех компонентов. Полученную смесь влить к сухим ингредиентам и замесить тесто. Поначалу можно воспользоваться лопаткой, а затем месить чистыми руками. При необходимости по чуть-чуть подсыпать муку. Вымешиваем хорошо. Тесто не должно липнуть к рукам, но при этом быть мягким и эластичным. Затем сформировать пласт и завернуть в пищевую пленку. В таком виде отправить в морозильную камеру минут на 20 или в холодильник на 1 час. Тесто отдохнет, чуть затвердеет, и с ним будет в дальнейшем легче работать. После достаем тесто из холодильника и отрезаем часть для раскатки. Остальное заворачиваем в пленку и убираем на время в холодильник. Присыпаем рабочую поверхность мукой и раскатываем пласт толщиной 4-5 мм. Специальными вырубками вырезаем пряники. К этому увлекательному делу привлекаем своих домочадцев. Обрезки собираем в комок и снова раскатываем тесто. Если же нет специальных вырубок, не беда. Рисуем самостоятельно на альбомном листе желаемую фигурку, вырезаем, затем прикладываем на тесто и аккуратно обводим по краям острым ножом. Если планируется пряники подвешивать на елку, то с помощью коктейльной трубочки можно вырезать отверстие. Заготовки выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой, и на небольшом расстоянии друг от друга.
Выпекаем в духовке при температуре 180 градусов по Цельсию минут 5-10. Время выпечки зависит от особенностей вашей духовки и толщины раскатанного теста. Готовые пряники достать из духовки и дать остыть. Также выпекаем следующую партию. Из данного количества продуктов у меня получается где-то 40 пряников среднего размера. А вот посмотрите, какие они получаются внутри. Готовим глазурь. Белок одного яйца чуть взбить венчиком. К нему частями просеять сахарную пудру, каждый раз хорошо перемешивая венчиком на небольших оборотах или вилкой. Когда добавили всю сахарную пудру, продолжаем взбивать. Глазурь должна побелеть и загустеть. В конце добавить несколько капель лимонного сока и продолжить взбивать еще 2 минутки. Получилась масса слишком плотная, которая не тянется за венчиком. Такая консистенция идеальна для склеивания пряничного домика. Эта глазурь быстро сохнет, поэтому ее нужно накрывать. Если планируете с ней сразу работать, то перекладываем в кондитерский мешок. Для прорисовки и контура нужна консистенция чуть жиже, поэтому разводим водой, добавляя по чайной ложечке и каждый раз перемешиваем. Для контура глазурь должна тянуться за венчиком. Перекладываем нужное количество в кондитерский мешок или в зип-пакет с застежкой. С ними удобно работать. Если нет ни того, ни другого, то можно сделать корнетик из пергаментной бумаги. Для заливки рисунка разводим еще водой по чайной ложке и хорошо перемешиваем. Нужная консистенция должна сливаться в ровную поверхность, но и не быть слишком жидкой. Для удобства я подписала каждый мешочек, чтобы не запутаться, обрезала кончики и прищепкой скрепила края. Расписываем пряники. К этому увлекательному делу привлекаем всю семью, проявляем фантазию и творим красоту. Если хочется, чтобы пряники были поярче, то можно добавить в белую глазурь цветные гелевые пищевые красители и каждый цвет тщательно перемешать. Поговорим о хранении. В пряничном тесте имеются натуральные консерванты, сахар и мед, а значит пряники могут храниться долго. Если хранить пряники при комнатной температуре в плотно закрытой упаковке, например, в контейнере с плотной крышкой или в завязанном пакете, то срок их хранения можно продлить до 3 месяцев. Если же вышло так, что пряник пересох, то к нему можно подложить нарезанное яблоко. Оно отдаст свою влагу, а пряник опять станет мягким и свежим. Вот такие красивые домашние пряники у меня получились. Пряничное тесто удачное и простое в приготовлении, не расплывается при выпечке и долго не черствеет. Сочетание меда с имбирем наполняет готовые пряники невероятным вкусом и ароматом. Обязательно попробуйте! Если вам понравился рецепт пряников, ставьте лайк, пишите комментарии, делитесь видео с друзьями и подписывайтесь на мой канал. С вами была Настя. Пока и до новых встреч!